Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Женитесь ли вы еще раз? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы человек, который верит в судьбу. Вы можете даже вот рассуждать, что вот как суждено, так и будет. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот вы даже считаете, вот все, что нам посылается в жизни, это все по судьбе, да, вот особо вы как-то и не суетитесь. Вот вы даже считаете, что вот если женщина вот должна появиться в вашей жизни, вот если судьбе угодно, она появится. Поэтому я не вижу особо, чтобы вы как-то вот знакомились, заводили отношения. Я скорее вижу у вас одиночество, причем одиночество, от которого вы даже в какой-то степени кайфуете. Вот абсолютно не вижу страдания, да, вот если иногда у нас в раскладах выпадает грусть, печаль, тоска, да, то сегодня я не вижу абсолютно, что вам плохо, вот абсолютно. Вы в каком-то смысле даже вот реально даже рады, да, что никто не давит, никто не командует, никто не выносит мозг. Вы такой человек, который всегда найдете чем заняться. Вы, в принципе, активный такой человек, не лежебока какой-то. У вас есть друзья-приятели, у вас есть с кем провести время, куда поехать, да, кто-то на рыбалку, на охоту там, или просто посидеть за рюмкой чая с друзьями. Ну, то есть абсолютно вы не человек, который сейчас вот страдает и умирает без женщины. Я бы даже сказала, здесь может проигрываться какое-то, знаете, вот разочарование. Из-за этого вы для себя вот решили, все, никаких женщин, больше никакого выноса мозга, никого не хочу, ничего не хочу, буду жить для себя, да, вот в таком плане. Давайте-ка смотреть, что будет дальше. Потому что пока вот я не вижу, что у вас любовь-морковь. Но что же будет дальше? Смотрите, вам женщины нравятся. Вам очень нравятся женщины. Здесь могут даже проигрываться своего рода такие вот, ну, прыжки, да, прыжки в постель, так назовем их, да. Одноразовые могут у некоторых романы проигрываться, но это настолько все несерьезно, что вы даже внимания как-то не обращаете. Это может быть такой, знаете, прыжок в постель, чисто спортивный интерес. Вот, ну, красивая, почему бы ее не завоевать, да? Но здесь нет абсолютно никакого серьезного подоплека. Это все в прошлом, когда вы завоевывали женщин, когда вы старались как-то, да. Сейчас вот вам неохота. Вот знаете, хочется сказать, царь устал. Вот царь устал завоевывать, царь устал от какой-то бесконечной гонки, да, от вкладывания в женщину, царь устал от зарабатывания, да, вот царь это вы, понятно. Поэтому здесь могут проигрываться небольшие такие легкие романы, здесь могут проигрываться знакомства с женщинами. Но эти женщины абсолютно не западают вам в душу. Еще может это быть из-за чисто психологического момента, да. У кого-то это разочарование в женщинах после болезненного расставания, да. У кого-то это может быть тотальное недоверие, да, вот какая-то злость вообще на весь женский род. Это тоже довольно часто у нас в раскладах выпадает. Это может быть, знаете, вот просто осознанное такое, я даже вот не знаю, как же это назвать, осознанное, осознанное, знаете, вот осознанное одиночество, но никак не вот эти вот девочки. Это так, чисто развлекаловка. Вот абсолютнейшая развлекаловка. И когда, еще раз повторю, когда вы знакомитесь вот с новыми, вот вообще не ёкает, от слова совсем. Вот что-то да не то в каждой женщине. Вот понимаете, что да, красивая, да, может быть фигуристая, да, неплохая собеседница, но не ёкает. Плюс еще вот не хочется ни с кем соперничать, да, вот как-то с замужними дамами вообще вам неохота связываться, даже для романа, потому что, ну, зачем этот лишний геморрой, да, вдруг еще разборки с мужем, там еще этого не хватало, на тебе, здравствуйте, да.
Поэтому как-то у вас вот жизнь, знаете, вот я бы ее назвала вот из того, что я вижу, жизнь для себя скорее. Вот живете для себя. У кого-то это осознанный выбор, у кого-то это может проигрываться вот именно психологического характера, это психотравма может проигрываться, что вот не хочу больше никого и ничего. В любом случае страданий я не вижу от того, что у вас сейчас нет такой вот стабильности в личной жизни. Абсолютно. Вы, кстати, человек довольно такой еще мирный, неконфликтный. Вы очень так можете даже, кстати, профессионально сглаживать углы. Даже вот когда конфликты, вот вы так можете это острые углы все обходить, что, ну, можно вам только позавидовать, потому что это реально талант. Далеко не каждая женщина так умеет сглаживать острые углы. Давайте-ка смотреть, что же будет дальше в вашей личной жизни, да, потому что нам же надо посмотреть, женитесь ли вы, сорвет ли у вас крышу из-за какой-то женщины. Так, что же будет в личной жизни? Вот она и появилась, ребятушки. Вот она появилась. Причем, смотрите, вот как-то у меня такое ощущение, что она вас завоюет. Вот вы такой, знаете, ну вы на данный момент вот не завоеватель женщин абсолютно, вот то, что я вижу. А вот эта женщина, вот она как-то вот западет на вас, да, вот она начнет больше проявляться. Она сама по себе довольно энергичная такая, она очень страстная, да. Вот поначалу она будет как-то добиваться именно, ну, конечно же, в таких, знаете, вот в спортивных интересах. Вот добиться мужчину, да, вот я вся такая, раз такая. Она покорила довольно много мужчин, она нравится мужчинам, она очень интересная женщина, она очень такая, ну, непростая. Она знает себе цену. Не надо только говорить, что это бывшая ваша такая, да, ну, потому что все женщины разные, да, какие-то моменты, вот какие-то черты могут, конечно, быть похожими, но здесь совершенно другой момент. Здесь никакой агрессии, злости, никакой корысти, выгоды я не вижу, исходящей от этой женщины. Но, тем не менее, ей нравятся сильные мужчины. Она какой-то период вообще не встречалась с мужчинами, у нее был непростой период, но это уже другая история. Но, в принципе, вот да, она тянется, конечно же, к сильным таким мужчинам. Но я вам скажу по секрету, сильных мужчин любят все женщины. Я имею в виду здесь даже не физическую силу, а вот именно выносливые, надежные мужчины, да, когда ты понимаешь, что вот на мужчину можно положиться в любой ситуации. Вот не зря говорят, что за мужчиной как за каменной стеной. Это как-то вот чувствуется, ну просто интуитивно. Вот женщина общается даже вот по тембру голоса, по внешности, по манерам, да, вот какая-то такая вот на энергетическом уровне, да, вот уверенность, что вот это тот мужчина, да, от которого хочется рожать детей, с этим мужчиной можно быть реально вот в безопасности. Поэтому вот она любит таких вот охотников, завоевателей, активных. А здесь, вот, да, казалось бы, вы абсолютно сейчас расслабились, вы абсолютно не хотите ни на кого охотиться. Ну так, слегонца, да, зароманить еще можно. А почему же, давайте посмотрим, почему же она на вас западет? Что ж такое? Почему же она начнет вас охмурять? Она вот увидит, кстати, она вот почувствует даже, вот когда вы будете с ней общаться, вот она почувствует как раз ту самую силу и надежность, какую-то вот, знаете, вот именно надежность, я бы сделала акцент, которая исходит от вас, вот какая-то стабильность, серьезность. И женщина вот решит попробовать все-таки, ну так, поднажать на вас, да, вот проявить больше инициативы. Она не из тех женщин, которые будут сидеть и ждать, когда же мужчина подойдет ко мне и познакомиться. Нет. Да, многие женщины, конечно же, будут сидеть и ждать у моря погоды.
а это нет абсолютно. Она попытается с вами там то ли заговорить, да, у каждого это будет своя ситуация проигрываться. Но то, что она сделает, ну, такой первый шаг, это однозначно. Поэтому обращайте внимание на тех женщин, которые вот будут, может быть, первые там улыбнется, подмигнет, я не знаю, заговорит там с вами как-то. Ну, любой мужчина это все считывает. Малейшие знаки от женщин вы прекрасно все считываете, когда женщина готова с вами познакомиться. Напишите, напишите в комментариях, есть такой момент, вот чувствуете вы, что вы нравитесь, боже, хрипло опять наговорилась, чувствуете вы, что вот вы нравитесь женщине, да? Ну, в толпе я имею в виду, где-то там в транспорте, где угодно, в любом людном месте, но это всегда мужчины чувствуют, когда женщина открыта, да, вот подходи ко мне, знакомься. Хотя, опять же, она здесь сделает все сама. Так, давайте посмотрим, как же будут развиваться ваши отношения, что же будет дальше. Вот она, смотрите, она довольно активно начнет брать вас в оборот, как бы это странно ни звучало, да. С одной стороны, вы такой вот несгибаемый, но уж очень сильно она вам понравится. У кого-то это внешне она понравится, у кого-то и внешность, и фигура, да, ну то есть у каждого по-своему это комплекс какой-то, да, потому что у каждого свои предпочтения, у кого-то это может проигрываться, что манера общения суперская, да, когда ты общаешься, это абсолютно твой человек, с которым хочется еще говорить и говорить, да. То есть, смотрите, здесь очень активно начнут развиваться отношения. Причем, я бы даже сказала, что вот как-то вы настолько будете быстро, активно сближаться с этой женщиной, на удивление всем. Вот ваши даже друзья-приятели, семья, вот, которые знают о вас, которые знают все ваши вот потайные вот эти все желания, намерения, да, которые знают, что вы особо ни за кем не охотитесь и пустили так все на самотек, но как-то они будут в легком шоке, потому что вы с ними довольно быстро начнете знакомить эту женщину. А между прочим, я вот вам чисто психологически скажу, что когда мужчина знакомит свою новую женщину с друзьями, с семьей, то это уже говорит о его серьезных намерениях по отношению к этой женщине. Потому что, ну, как бы однодневочек, ну, зачем вводить в семью, да? Зачем знакомить? Ну, это ни о чем. А здесь они удивлятся, как это, да, вот казалось бы, заядлый холостяк, и он вдруг приводит женщину, да он еще и влюбился. Ну, то есть у них такой вот легкий шок будет. Причем вот здесь у вас идут переживания. Давайте-ка посмотрим, что за переживания. У вас будут переживания, вот единственно, даже у кого-то вот за рюмкой чая вы, может быть, будете с друзьями переживать. Смотрите, вы почему-то будете бояться вот именно нового этапа. Вот вас пугает новое будущее, вас пугает, а как сложится, не сложится в дальнейшем. Вот именно новые отношения вот эти, они настолько вас закружат, водоворот любви, страстей, он настолько закружит вас, что вы будете побаиваться. А как же дальше? А что же дальше? Да, вот я привык жить для себя, я привык жить, как я хочу, а здесь вдруг я влюбился, и здесь вдруг новая женщина. И то есть поменяется вся жизнь на 180 градусов. Поэтому у вас такое своего рода легкое сомнение, переживание появится. А что же делать, да? То есть я больше не хозяин сам себе. У меня появляется, казалось бы, новая вот женщина, новая любовь, новая хозяйка моя, да? И я уже не смогу делать, куда хочу, куда лечу. Я не смогу делать, что хочу. Вот такие у вас начнутся переживания. Но, тем не менее, я думаю, очень быстро вы их загасите, все эти переживания. Причем вам помогут ваши друзья-приятели. Все-таки эта женщина победит. Эта женщина, ну, перевесит, да, вот именно любовь к ней перевесит все ваши какие-то вот страдания, опасения, переживания. И все-таки у вас есть большой шанс, как бы вы там ни шифровались, как бы вы ни отдалялись, что бы вы ни придумывали, да, все равно вот любовь победит.
И у вас есть большая вероятность, что эта женщина вот реально станет вашей женой. Вы даже можете на время отдаляться, да, вот у вас такой вот период депрессняка будет. Вот пока вы будете сидеть у себя в пещере, да, вот кто интересуется из вас психологией, знает, что когда у мужчины какая-то проблема, переживания, то мужчины уходят в пещеру. Ну, это такое выражение, кстати, я вам очень рекомендую почитать, есть потрясающая книга, называется «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Почитайте, насколько мы вот разные, насколько мы по-разному все воспринимаем. Поэтому вот вы уйдете в свою такую пещеру, да, но тем не менее это будет ненадолго, потому что любовь победит. Вот победит, и все равно вы будете с этой женщиной. Она может, конечно же, понятно, что все в ваших руках, да. Если вы захотите, то она станет и вашей женой. Но единственное, избавляйтесь от вот этих вот страхов и сомнений. И все у вас будет шикарно, у вас будет любимая, любящая женщина, которая вот так вот сделает первый шаг к знакомству. И тем не менее, это настолько будет головокружительно, это настолько будут такие отношения, которые могут перейти в роман, да, вот в семью, в реальную. Но о чем вы сейчас, наверное, даже не задумываетесь, потому что сейчас у вас совершенно другая цель. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!